Всем привет, ребятки. Самое кринжовое — это здороваться. Я это не умею. Надеюсь, не обидитесь. В общем, я хочу этим видосиком осветить то, что нужно знать каждому человеку. Warpache у нас игра — это не только про подстрелялки бездумные, типа пушить, тратить резервы, финансы. Нет. У нас вот на долгосрок, у нас вот эта игла, у нас много что есть, много статистику юнитов есть, мы много что качаем, за что паримся. А статистики особенно, типа вот статистика, которую разработчики нам предоставляют, ее как бы не так много. Но и ради нее мы с вами довольно-таки сильно стараемся, чтобы все цифры были более лучше, чтобы кого-то обойти, обогнать, быть круче, киллов побольше срубить там и так далее. Поэтому я считаю, что нужно осветить больше в свет, сделать полноценный видеоролик, а не только в нашем телеграм-канале это осветить. Там появился разработчик, он вышел в свет, я с ним связался через лидера бразильского альянса или португальского. На 17-м сервере мы с ним 3 года вместе когда-то играли, кентились. В общем, он такой: здорово, бургер, есть такой-то разработчик, можете оценить, что он там делает, и вообще покажите своим ребятам, потому что он такой добрый, крутой, мы его тут у себя продвигаем, может, вы у себя тоже его покажете. И вот в своем комьюнити мы такие: ребят, ловите, и всем понравилось, что там есть. Потому что давайте перейдем и посмотрим, что там реально есть. Во-первых, это как бы немножко нейроночно, но оценим то, что это делает любитель, больше говоря, и делает он самостоятельно, без поддержки Лилита, без никого. То есть все сам, все на открытых источниках, на коде. Тут я уже настолько-то не шарю. Я чуть-чуть шарю за программирование, но настолько я не шарю. По базе, что здесь есть из инструментов? Тут можно смотреть все рейтинги. Очень много статистик, как о командире, альянсе, юнитах, офицерах. Сейчас они на переконструировании. Он хочет внести новые инструменты, чтобы было удобнее пользоваться и смотреть также сборки. Вы можете у друга спросить в альянсе, видосик посмотреть, к Сократу, ко мне, к Ебаке пойти, к любому русскому и не русскому автору по контенту. Но и также приятно посмотреть что-то где-то еще, чтобы как-то было. Тут на сайте в правом уголку тут есть токены. Если вы сюда заходите, то вы можете предложить какие-то свою помощь, свою поддержку, либо же, наоборот, задать на вопросы как и что. Справа в углу у нас мы вбиваем ID свой. Дается сразу при входе на тестовый, то, что типа у нас мало 1000, у нас какой-то ID, вот тестовый, все. То есть, как бы все прототипное. Но нужно выйти и зайти по своему. Я вам сейчас его покажу, где брать. Вот тут у нас есть его профиль ID. Мы его запоминаем и переписываем. То есть это у меня 105, 271, 93. И мы можем глянуть ID любого игрока и посмотреть его статистику. То есть вот он нашел: добро пожаловать, бургер Тыры-Пыры. Ничто вы не можете никак повлиять отсюда на аккаунт, не сможете. Поэтому это безопасная вещь. То есть моим аккаунтом ничто не случится, если какой-то чел решит посмотреть обо мне статистику. То есть мы можем нажать сюда, справа, третье инструмент, и нажать информация о командире. Либо оценка его альянса, его рейтинг, сравнение с кем-то и так далее. Информация о командире. А у нас загружается, и мы можем найти, кого мы вбивали, за кого мы зашли, и просто по истории поисков. Вот я смотрел на себя и своего друга. Вот у меня статистика примерно то, что вот 2,2 миллиона у меня уничтожено. Тут оно сходится практически. Тут, видимо, округляется. Также это сейчас все на доработке, он это все доделывает, приводит больше точности. Но факт того, то, что тут есть каждый игрок, и то, что это все так массивно и практически точно, это очень круто.
Тут работают таблицы, сравнения, войска, какие, что, авиация, морские, вот ровно как у меня кораблик. То есть вот он. Clear the way. Moving out. 100 тысяч с ним разница, но не сильно это много. Дальше ID город, где я нахожусь, Альянса. То есть это колоссальная работа. Достижения какие-то даже есть, но это я уже не знаю. Самое главное интересное, с чем сейчас наши пользователи телеграм-канала, что они делают, что они смотрят на то, какой у игрока был театр, как он его провел, насколько он активный. В Исландии, когда я был в Эпике, это был ужас, я практически ничего не убил, до хрена потратил резерв, чтобы закрыть 25 тысяч, чтобы получить ключик и на него монетки. В Гавайи я в золоте 2 просто отрывался. 140 тысяч убийств и довольно-таки высокое КД. Где сколько у меня потери, сколько ресурсов я нафармил, кого убил, таблица, динамика и так далее. То есть статистики до хрена полно, и она очень интересная, прям. Вот. Этот театр делится на две половины, и вот его статистика. Вот, я уехал отдыхать, так что там уже подзабилось, у нас и ферма началась. Так что, да, там уже было не особо. Также ты можешь экспортировать в PDF и поделиться с кем-то. Ну ладно, к примеру, вы себе все посмотрели, хотите, а что же мне ставить на арту? И вы такие, опа, сюда заходим, выбираем юнит, на который что? Тут они делятся на современку и классические. То есть это сделано как для новичков, так и для старичков. Этот сайт будет полезен всем. Так, отсортировали, современка, типа, давайте мученики. Что у нас здесь? Ну, гаубицу глянем. И вот он еще в разработке, но там будут предложены лучшие комбинации. Он это скоро сделает. Он прям на днях это закрыл. Также по офицерам вся информация есть. Вот тут информация об этом. Пара, лучшая с кем, нагорание, для танкования, для урона и снаряжение. Что лучше поставить? Как бы это ни хрена себе. Конечно, все нужно рассматривать индивидуально, поэтому советую еще глянуть наш телеграм-канал. Так, и теперь вот наш телеграм-канал. Вот прям показываю. Вот у нас есть чат. Тут ого, вот тут даже за что там не предъявляют, что было 100 лет назад. Мемы, приколы, кто-то в чем-то помогает, советует. И пошли подразделения. Под тематики чата, где уже только администрация может писать. Тут какие-то советы, что присылает, к примеру, официальная поддержка, на что отвечает на какие-то вопросы. К примеру, да, это стакается. Вот да, в вопросе стакается ли Маргарита плюс Хаймейкер, то есть коса. Также, что здесь выходит, что мы узнаем, с чем мы с вами делимся, как что работает, всякие видоски, нарезки, то есть все дублируем, все показываем, чтобы больше людей смогло с этим как-то ознакомиться. У нас есть категория, где можно просто взять и написать без разрешения, ну то есть без просто разрешения, то есть вы можете пропиарить свой телеграм-канал по инструкции, то есть не более, чтобы не было спама, и можете также искать альянс. То есть вот я такой-то человек, я ищу и так далее. У нас проходят здесь конкурсы, прошел буквально первый конкурс. Здесь нужно было придумывать самую угарную сборку. И это обосновать еще. Также мнение альянса, то есть какие-то челы крутые, такие-то нет и так далее. Тоже полезно, кому-то может пригодиться, будет интересно. Гайды, то есть что-то там по разборочке, что-то, что прям вот железобетонно круто, что делали мы тесты на тестовом сервере и выясняли, что да и что лучше и чего. Гифт-коды, которые мы постоянно часто присылаем новые, как только узнаем о них сами.
Тут мы даем лайфхаки по VPN, по прокси, чтобы, чтобы вы всегда оставались с нами на связи, как в Телеграме, так и в Ютубе. Особенно очень актуально сейчас в России, кто из России играет. И вопросы можно позадавать в разделе. То есть мы стараемся, у нас интересно, постоянно актив, постоянно кто-то может ответить вам на вопрос. 200 человек, так-то не хухры-мухры. У нас есть уже прошаренные челы, у нас есть разделенные обязанности между определенными людьми. То есть вы здесь не потеряетесь, вы здесь не останетесь одни. И будете обречены на усмерть своей ЛТшкой без офицеров. Ну и на этом со всеми прощаюсь. Всем спасибо и хорошего вам вечера. Ну, у меня уже ночью.